Жила я в Октябрьском районе, улица Декабристов, угол Мастерской. Это где сейчас вот эти новые залы концертные Маринки. «22 июня я была на даче, то бишь мать, как медсестра, уехала раньше. Они организовывали так называемый детский сектор по медобслуживанию выезжающих или собирающихся выехать на дачу детских садов, лагерей в Вырице. А когда я кончила экзамен, поехала туда же, не то что помогать, а так, отдыхать. 22-е. Ночью гудели самолеты. С утра какие-то слухи были. Ведь в наше время приемники были редко у кого. А тем более таскать на дачу. Что это? Мы ходили за новостями на станцию. Вот к 12-часовому поезду мы пошли на станцию и узнали, так, опять-таки, как слух, что вот будет, слушайте радио, то есть приходите на станцию громкоговорителю, и будет выступать. Ну, вот выступал Молотов, и, как это сказал, что началась война. Медики – это военнообязанные. Значит, приказ первый там, день-два, не знаю, еще, наверное, не было. А нас там, подростков и местных, и вот дачников так называемых, на другой же день собрали, то есть оповестили, что утром к 9 или к 8, не помню, часам, в общем, прийти к какому-то месту, не знаю, не райком, нет, это местные, это ж такое. Вот, прийти туда и скажут, куда дальше. Мы пришли, подошли несколько машин, нас погрузили. С нами были взрослые люди. Дали нам пилы, эти одноручки такие, как дома пилить. Вот куда-то мы поехали, лес, молодой лесок совсем. Вот. Сказано было, нас выстроили, так вот какой-то довольно длинные ряды. И вот с определенной стороны подпиливать эти деревья. Вот на уровне вашей груди. Ну, моя, наверное, низковата была, но что делать? В общем, вот подпилить так, чтобы вот так вот наклонилась. Именно в одну сторону. Когда вот мы увидели это, мы поняли. Нас же учили военное дело и все это такое, что это вроде как завалы, засеки против танков будущих. Вот. Но вот мы дня два поехали, а в это время, значит, матери был приказ убираться в Ленинград. Там надо работать. Ну, а я как приложение, конечно, быстренько мы собрали свои небольшие вещички и поехали в город. А вернулись вот. Выхожу, управдом. Яковлева, завтра приходи к 12 часам, поедете на окопы. Но это завтра будет. В школу надо идти. Наши же все там, все. Вот. Прихожу в школу, мне говорят, завтра, значит, он сказал к 12, а эти сказали к 9.
И тоже к форелю. Я говорю, подожди, а как же я... Я вякнула было, что а как же... Ты школьница, ну, и комсомолка здесь на учете. Ладно. Выходим из школы, встречаем на мостике через Крюковку, вот который к Маринке-то. Нашего одноклассника, он постарше нас, и он актив. Он был зам военного стола райкома комсомола. То есть это уже начальство. А главное, он может рассудить между штатскими, как говорится. Вот. Юра, что делать? Куда? Кому подчиняться? Подумал, никому. Приходи завтра в райком, будешь связной. Вот хорошо. Все решили за меня. Встретила подругу, которая тут же жила. И мы поехали купаться в озерке. Вот это первый день приезда в город. То есть это буквально вот первые дни, когда где-то там идет война. Но мы же это потом узнали, как дальше, что. А сперва Красная Армия всех сильней. И вообще мы были такие ура-патриоты. Вот. Ну, во всяком случае, первые дни, когда карточки были, еще 600 грамм хлеба было, мы еще думали, что так много? Мы батон брали этот 400-граммовый, а тут 600 грамм. Вот. Так умудрялись, даже, я помню, что раза два я не успевала, забывала. Дура такая, ужас. Вот. Потом в июле как раз у нас заболел один из наших мальчиков. Вот там есть Митя Белов такой. Он поэт у нас был и школьного масштаба. Может быть, был бы когда-нибудь и получше, что ли. Вот. У него язва желудка. Он попал, да, это июль месяц был. Он попал в больницу Ленина, и мы искали ему шоколад «Золотой якорь» и это самое, и виноград. Ну как же, больному надо. Вот. Нашли и снесли передачу. Это уже были эти самые тревоги. Тревоги были многочасовые. Первое время здесь еще ничего не было. Так. Но потом самолеты стали пробиваться, стали сыпаться зажигалки. Быстро все как-то поисчезало. Я помню, какой-то момент был, в магазинах были на полках консервы, крабы. Это же дорогое. У меня ума не было, что оставшиеся деньги надо было хоть что-то взять. Ну, денег мало. Как же их истратить? То Вот. есть запасов у вас в квартире не было? Запасов не было. Как запас я нашла потом, извините, 3 баночки из-под сгущенки на печке. Наверху у нас кафельная такая была, израсовая печка. Вот. И молоко-то вытянуто через дырочки, а банка заброшена. Так вот, 3 таких банки из-под сгущенки было. И в книгах кусок батона. Это я грешным делом любила читать. И кусок булки, и песок. И так здорово.
Мама не разрешала таких вещей. Во-первых, лежа, потом читать и есть это неприлично. Крошки и книга. Вот. Ну, в общем, я такой вот кусок батона запихала в этажерку. Потом обнаружила. Обычно летом ведь запасали дрова, получали ордера, привозили эти несчастные дрова. Нам на нашу комнату положено было по норме там 3 метра. Вот. Но мы этого уже не сделали еще об этом. Какие дрова? Тут война, которая скоро кончится. Тогда будем думать. Вот. Летом запасали грибы, ягоды. Ну, сами, как говорится, собирали, сами сушили. Там. Вот. Значит, опять этого не было. То есть запасов никаких не было. Какой-то был то ли чай, то ли чего-то, фруктовый какой-то чай времен, по-моему, еще карточек тех, которые кончились в 1934-м, уже даже на хлеб кончились. Когда вот зашел вопрос, стали, уже кто-то эвакуироваться, там разговоры идут, все. Нас посылают иногда сопровождать, иногда провожать эти эшелоны, иногда повестки разносить, всякое такое. Я у матери спрашиваю, а мы эвакуироваться будем и как? И что? Слышишь, что кого-то вроде... В обязательном порядке. Мы, говорит, все едем, организация уезжает, значит, все обязаны ехать. А кто-то наоборот. Он говорит, а я военно обязанная. О какой эвакуации может быть речь? Мать начали посылать от поликлиники сопровождать эшелоны с детьми. То есть она уезжала, потом она приезжала. Последний раз, когда она возвращалась, это был конец августа. Да. Она уже рассказала, что они возвращались, и их останавливали, и обратно. И опять они по какой-то еще дороге опять. И обратно. В общем, говорит, мы вот так раза 4, потом пробились в Ленинград. Говорят, что это были последние. Вот тогда уже кончились эти все. Слава Богу, мать. А с другой стороны, не знаю. Во всяком случае, для меня, наверное, слава Богу. То есть она оказалась с вами, да? Она оказалась... Да, главное, что мы были вместе. Вот. Когда вот пришло сообщение, что отец погиб, то есть вот тетя Наташа позвонила, как раз мама приезжала, была здесь, и в регистратуре освободилось место. Она мне позвонила, я, значит, спрашиваю, можно ли мне? Вот мне предлагают. Мне разрешили уйти с этого... Куда пошлют-то? Связной. Извините, у меня слова вылетают. Сейчас. Вот. В общем, я начала работать... Да, это был последние числа июля или первые числа августа, вот так. Уже в поликлинике. Сперва регистратура, но нас быстренько, вот этих несколько девчонок было таких, кто-то кончал медицинские эти самые, а 3 нас были, ничего не кончали. Нас просто взяли малонько. Сперва в регистратуру, тут же стали нас по программе РОКа.
как медсестер, ну, попросту санитарок, обучать. Вот. И это было вполне так нормально. Горели Бадаевские склады. Хотя мы были далеко, Октябрьский район, от моста Александра Невского, это в тех краях они как раз это. Вот. Но черный дым был виден очень издалека. А главное – разговоры, что там все горело. Люди действительно туда ходили потом, собирали вот эту горько-сладкую землю. Сахар плавился, и все это перемешано были. Ну, если там жиры были, они, конечно, сгорели. Вот. Ну, в общем, после этого совсем было быстро. Нормы уменьшались, причем иногда дважды в месяц. Самые тяжелые были ноябрь-декабрь. Вот эти 125 и 150, нет, 250, да, 250 рабочим. А вы какую получали? А мы служащие получали. А вот в декабре 25-го нам всем объявили прибавку хлеба. Вместо 125 стало 150. Вместо 250 – 300. То есть хоть по капельке, но к Новому году морально это было здорово. Была прибавка. Это было... А у нас еще, у медсестер, ну и вообще вот таких средних, у врачей была рабочая карточка, у сестер служащие. С 1 числа нас перевели, сестер, на рабочую карточку. Мы получили по 250 на двоих, это уже полкило. Да на 2 дня это кило. Это после такого целая вот эта буханочка, они были небольшие. Не знаю, как в других, а вот тот хлебозавод, который вот нас снабжал, это была целая буханочка еще и с довеском. Это было так здорово. Сперва разговор не шел вообще об учебе. Но когда, видно, уже стало ясно, что это не 2-3 месяца или полгодика, а дольше, вот, решили, что школьников, то бишь тех, кто еще остался здесь, надо учить. Старшие классы собрали в школах. 7, 8, 9, 10 – это четко. 6 я не знаю. А младшие учились в бомбоубежищах там. Вот. В школе стали давать сперва первые дни обед был. Это было очень здорово, без карточек. То есть был суп, была какая-то кашка и даже был компот. Но это было несколько дней. Потом это все превратилось в тарелку супа. Но вот тогда, когда это 125, то тарелка супа, пусть она была прозрачная, но вот тарелка супа, которую мы брали с вырезом талонов в поликлинике, в столовой там это приносили,
там была мутная водичка. А в школе, хоть нам не разрешали, но мы переливали в баночку. Так вот, в баночке вот такое колечко маслянистое было, и вот такой осадок был от крупяного чего-то. Ну, разваривали, конечно, до пределов, чтобы только что-то было. Вот. И эту тарелочку надо принести домой, конечно. С утра я ходила в школу, в 12 часов я говорила, мне надо уходить на работу. Меня приткнули, то есть не только меня, вот как раз молодых девчонок, на квартирную помощь. То есть на вызовы сперва посылали не врачей, а вот нас. Проверить, что за вызов и нужен ли врач. Потому что уже потихоньку были вызовы, где врач не нужен. Начались обморожения, простуда. Зафиксировать смерть. А без этого не дадут свидетельство о смерти. Вот. А это гонять врачей, это оставить поликлинику в скором времени без никого. А у вас были силы-то ходить по квартирам? А знаете, пока были, вроде бы. Мы же молодые все-таки были. А потом мне, по-моему, повезло. И я всегда была толстушкой. Значит, у меня что-то было. Хотя, ну, это просто вот такой склад. Как мы смеялись, у меня все поперек ложится. А эти вызовы, как они осуществлялись? Это что? Телефон работал. Разве работал все? Работал телефон. Кто поближе, иногда приходили взрослые и говорили, вот надо. Причем я сталкивалась... Да, у нас еще был порядок вызовов такой. Сегодня ближние адреса, завтра дальние. Все время. Потому что те, кто будет постоянно на дальних, свалятся быстрее. А так все-таки более-менее. А в квартиры-то не страшно было входить? Знаете, нет, не страшно. Это потом стало страшно, когда прошло. А тогда как-то, во-первых, страшно вот была первая смерть, которая вот... У меня буквально вот девочка умерла, маленькая. Это в доме... вот где кольцо троллейбусов на площади Труда. И рядом вот дом, который не вписывается в окружающие. Это тогда была новостройка, ведомственная. Какая? Кто его знает? Какой-то ящик. Вот. Вызов поставить банки. Девочке лет 7, наверное. Вот. Прихожу. Двери открыты у всех. Значит, стучишь, в какую комнату? Ага, туда-сюда. Молодая женщина, на руках ребенок. Девочка сидит, задыхается от кашля. Вот, знаете, когда дышать нечем, лежать не может. Я через говорю, что надо лечь на грудку, я на спинку банки поставлю. Вот. Она заходится не может. Я говорю, ну ладно, давайте сперва на грудку. Вот ты сядешь в подушке, а я тебе поставлю баночки. Вот. Ну, пока я ставлю банки, пока это самое...
мать говорит, что они из Прибалтики бежали. Она жена военнослужащего. Сюда прибежали. Муж уже где-то. Вот им дали комнату. Отсюда кто-то эвакуировался. Вот простыла. Ну, вот мальчик это уже ходил, а вот перестал ходить. Ну, разговариваем вроде нормально. Вот. Ну, все, сняла банки. Я говорю, ну как? Ой, сестричка, мне легче, я дышать могу. Я говорю, ну-ка, давай поворачивайся. Как, можешь сейчас? Она перевернулась, вроде легла. Я поставила банки. Ну, так еще что-то с мамой. Что-то какая-то тишина. Что-то... Не чувствую. На руке пульс попробовала, на шейке. И мать говорит, сестричка, да отмаялась она. Фух. А мне страшно, как я матери скажу, что я не чувствую пульса. Вот так. Вот это, вот не забуду. Вот уже, извините, за 90, я так и помню эту вот девочку. Новый год хороший был. На Новый год нам дали в школе билеты на елку. По всему городу решили, что детям нужна елка, нужен праздник. Вот. И мы, вот я сейчас уже только не помню, 3 или 4 января, значит, пошли, вот я, вот там Петя Белов, значит, Юра Дегтярев и Ата Аскнази. Мы там собрались, значит, и пошли. Это днем было. Наверное, на 12 часов надо было. Я не помню ничего, вот этого не помню. В общем, мы Красную прошли, по бульвару пошли. Это все белое, дома сверкают, солнышко, так красиво. Троллейбусы стоят, все заснеженные вот по этой вдоль бульвара и стороны домов. Ну, где и сейчас они ходят. Но они стоят, значит, все это стекла разбиты. Но все заснеженное, даже красиво. И Юра вдруг говорит, вот я всю жизнь стеснялся, а у него нога не сгибалась в колене. Он туберкулез костей в детском возрасте. Ну, и мальчик с несгибающейся ногой, правда, он старался и на коньках кататься, и волейбол играл. В общем, быть таким же, как все. И был действительно один из тех ребят, которых влюблялись девчонки. Вот. А тут он признался. Вот я всю жизнь стесняюсь. А сейчас эта нога мне помогает. Потому что второе, так хочется вот подогнуть и сесть. Ну ничего, мы прошли бульвары, и Саки, и на Мойку, и к театру. Я не помню, по-моему, мы не раздевались. Холодина была.
И на сцене это овод, это Италия, 19 век. Актрисы в декольтированных платьях, а изо рта пар идет. А потом, по-моему, в антракте. Наверное, по очереди, когда как. У нас по билетам обед. И мы в помещении бывшего ресторана, значит, ну, при театре, это же какой театр. И нам, что мне вот до сих пор запомнилось, в этих горшочках фирменных пшенная каша желтая, не жиденькая размазня, а каша настоящая. И полита мясным соусом. Пусть капелька, но это были вот эти кусочки мяса видны были. Это было так здорово. В антракте еще по этим лестницам, вот там, где елочки стояли, и организаторы пытались организовать что-то, ну, как всегда, вокруг елочки. Но это не получалось. Ребята стояли тихенько, спокойненько. И мы только смотрели на елки. Это так пахло миром. Мы хлеб получали, прикреплены были. На площади Труда такой магазин «Диета» есть. По-моему, и сейчас он есть. Вот мы к этому магазину за хлебом ходили. А поликлиника на Красной, значит, в том конце. Почему-то были очереди. Иногда хлеба не хватало. Вот. Поэтому стояли люди скорее получить. Вот. В общем, мама пошла в очередь за хлебом. А площадь Труда, там где-то снарядом прорвало трубу, и вся площадь была залита. А это декабрь. В общем, по мокрому снегу она пока перешла в валенках, потом постояла на этом каменном полу там в булочной, пока я пришла ее менять. Вот тогда я обнаружила, то есть узнала. Но опять-таки она пошла в поликлинику, я стояла там. Пока я достояла, пока я получила хлеб, пока я принесла, вернулась обратно, а у мамы уже жар. Вот тут она и началась. Несколько дней мы ее там лечили, там банки пытались ставить, еще что. А что особо? Скипидаром натирали. Вот. А потом наша главврач достала ей направление во врачебный стационар при второй психбольнице. Вот. Что там усиленное питание. Мы ее туда повезли. Кто мы? Это я и еще там две были у нас сестрички, такие же вот. Санки тоже обычные. Лист фанеры, веревка за два конца, матрас сверху. Ну, ватник это самый обычный. Вот. Ее туда положили и повезли.
Самое трудное – это в мостик подниматься, потому что то она съезжает вместе с матрасом, и нам самим-то не очень. А 2 мостика. Один через мойку, а один через пряжку. Вот. Ну, свезли туда. Ну, сразу мне сказали, что вроде она не желез. Но мама сказала, нет, я должна выкарабкаться. Вот. А я подумала, раз так, что говорят, если есть что, приносите передачи. Я тогда ушла с рациона, а мы на декаду получили карточки. Вот. И я не стала, значит, на следующую декаду в нашей столовой, а взяла ее, чтобы можно было выкупить что-нибудь, когда будут давать. Там, может быть, сахар, может быть, чего-нибудь. Вот. И помнишь, я собирала вот такой кулечек махонький, сахару немножко, еще чего-то немножко. Потом сказали, что надо кадеин. Вот. А у нас же поликлиника, у нас не больница. Значит, там нет ничего. Я звонить вот туда тетке. Как быть? Ага. А вторая жена моего батюшки, Варвара Васильевна, работала в аптеке. Угол Лиговки и... Ой, как же она называлась-то? Ну, в общем, вот в тех краях. Вот. Созвонились. В аптеке телефон работал. И тетя Наташа тоже работала. В поликлинике работал телефон. Так что мы созвонились. Тетя Варя сказала, что приходи, кадеин есть у нас. И терпингидрат есть. Вот, значит, я утром в школу, потом по адресам, а вечером туда. Ну, как-то мы вот нормально уже. Ну, туда и обратно мне было никак. Тем более, что если в начале-то, а очень в 10 часов-то уже все было. Дальше ночная. Ночного пропуска у меня не было. Вот. Ну, туда я еще доходила. Потом я ночевала у бабушки. Утром шла к тете Варе, и от тети Вари уже обратно. Уже тут в школу я не успевала. В общем, я вот тут и в школу перестала ходить. Да, и тарелку супу перестали давать в школе. Мама жива, слава богу, осталась, и даже это самое... Вот, хотя она говорила, что вот соседка у нее уже вот дают утром так называемый сухой паёк, вот фунтик махонький, это песок там, кусочек масла, усиленный паёк. А та говорит, я не могу есть, меня тошнит от этого. А мать говорит, надо. Хотя действительно уже от пищи тошнота и отвращение. То есть организм уже съедает себя. Вот. Но она заставляла все это самое, что дают, съедать. И в результате ее выписали как раз перед 1 мая. А то ли 1, то ли 2 этот самый флигель, в котором был этот рацион, стационар для врачей, разбомбили. Вот. И шли мы вот с пряжки
с психбольницы через мостик, через Маклина, сюда мы 1:40 шли с мамой. А потом у нас внизу первая ступенька, которая на улице еще была, она была высокая. Ну, этот самый... Эти плиты уже опустились, а скамейка, вернее, она повыше. И нам было никак вот эту ступеньку, а перил-то тут нету на улице, никак не перейти. Вот мужчина какой-то шел, и я попросила: дяденька, помогите нам. Что надо? Я говорю: да вот вы ее придержите, мать, а я ногу поставлю, и вы помогите подтолкнуть ее, чтобы она вторую поставила на ступеньку. Ну, а дальше стенки, дальше уже перила было. В общем, она жива. Единственное, что я могу сказать, вид у нее был, вот потом у нее пушок на голове был, и вот, извините, все вот как скелет, обтянутый кожей. Все просвечивало, как говорится. Вот если у меня, извините, то там ничего не было. Сплошные просветы. Тоже, как мы хоронили этого брата у моей подруги. Они в консерватории жили. Мама у нее уборщицей работала, папа в магазине работал. Но он уже был в армии. Старший брат в армии, младший в ремесленное. Эвакуировались. По дороге их обстреляли. Они, кто успел, в общем, на Ленинград подался. А что? Он вернулся. Ни карточек, ни документов, ничего. Пока что-то тетя Катя там пыталась чего-то. Юрик совсем плохо умер. Приходит Файка ко мне. Это вот как раз, когда у меня мама лежала в этом. Значит, это где-то, да, март, наверное. Март, апрель. Март. Не помню. Ну, примерно. Приходит Фаина. Кирк, что? Слушай, у тебя санки есть, ты же за водой ты ходишь? Ну, есть. Юрика надо похоронить. Умер. Ну, ладно, пойдем. Вот 2 санок составили поездом, положили Юрика, повезли на Канонерку. Это улочка параллельно Маклину и каналу Грибоедова. Там тупик. Перекрыли забором, огородили, конторку поставили. И туда свозили. Ни на какие не кладбища, а вот туда. Мы туда привезли Юрика. Как дуры обе поперли в контору вместе. А нам говорят: документы. А документов нет. А, говорит, без документов что? Свезти-то мы его все равно, говорит, свезем, здесь не оставим. Но мы, говорит, вам ничего не дать не можем. Вот. Положите, говорит, так, поаккуратнее. Мы вышли, а он уже на земле, и санок нету, ни одних, ни других. Ну что? Ну, мы посмотрели, где поаккуратнее, где. Вот вдвоем это самое к этому штабелю поаккуратнее. Вот все. А потом тоже там же, в консерватории, пришли, не помню почему. Ну, зашла туда.
сидим, я, Фаина, и еще там была девочка Неля Бенюк. Ну как что? Да у Нелли бабушка помирает. А что? Так что? Ну, помогите, девчонки. Вынести надо. Так она, еще дышит. Понимаете, насколько это было обыденно. Мы дождались, пока больше вроде не слышно. Ну, завязали в одеяло, чтобы закрутили, вынесли. У меня подруга, вот эта Лида, с которой я первый в самом начале купаться пошли-то, вот, она к весне совсем плоха стала. У нее от цинги и от всего этого ноги свело. И, в общем, мы для нее, как говорится, врача вызвали из взрослых, все. И ее направили в больницу Нахимсона. Это на Подъяческой, да. Вот. И это вот был апрель-май, вот где-то тут. В общем, еще был снег, но уже было яркое солнце. И мы хотели ее свезти туда на финских санях, ну, которые были, как говорится, на чем. Выволокли, во дворе-то еще снег был, вывезли, а на Театральной площади весь асфальт сухой. И нам на этих санках никак. Мы эти санки обратно. И тоже вот как эту самую, как маму, так и Лиду пришлось идти к дворничихе, просить эту самую фанерину, на которой снег таскали. Вот. И мы еще с одной подружкой Женей Романовой вдвоем ее на этот фанерный лист и до Нахимсона, до больницы туда дотянули. А как у этой Лиды сложилось? А потом, когда ее там подкормили и все, она и вот эта Женя, они поперли в военкомат. Дяденька комиссар, куда хочешь, возьми нас в армию. Мы и как дружинницы, и как... Ты что хочешь, только возьми. С 1 мая по всему городу были развешаны объявления, что школы, независимо от класса, с 1 числа собирают всех учащихся и будут учить, ну, тому, чему не доучили раньше, это не важно. Вот. Но главное, будут кормить трехразовое питание, независимо от карточек. То есть детская у вас карточка или иждивенческая карточка. А самое трудное – это иждивенческие были. Это ребятам, которым исполнилось 12 лет. До 12 – это ребенок. А вот с 12 – это иждивенческое, там почти ничего нету. И вот первые, когда собрались ребята, вот солнышко, май все-таки уже, педагоги или там технически, не знаю, в общем, работники школы
вот из физкультурных залов, знаете, такие большие скамейки длинные, поставили на улице, и вот ребята на эти скамейки сели, рассаживались и ждали, когда будет завтрак. Они не бегали, они не прыгали, они сидели и ждали, как маленькие старички такие. Вот. Вот я помню какой-то экзамен устный и тревога. И мы, значит, вышли и под лестницу. Там была такая лестница, первый широкий марш, а потом на два расходился. Это старое какое-то здание. Вот. Так мы вот и под этой лестницей экзамен задавали. Стояли, и, как говорится, ну, и нас-то всего ничего, и педагоги так. Вот. А в 42-м я экзамены сдала и попала на огороды. Очень хорошо. От поликлиники надо было, то есть разнарядка, что от нашей поликлиники медсестру, там еще одна была из другой поликлиники медсестра, и врач была, по-моему, она из роддома была. Вот. В общем, медпост, медучасток по обслуживанию огородных работ. От Октябрьского района эта станция Пери была. Ну, хорошо, нам там подкидывали то эту самую редисеньку, то еще чего-нибудь. А уж когда пошли овощи, так совсем хорошо было. Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, на огородах же там не бомбили. Здесь-то страшно. И бомбили, и обстреливали. Обстреливали очень. Потому что если еще бомбежка, это сперва гул самолетов, это объявление воздушной тревоги. А эти сволочи, ведь ты идешь, и вдруг у тебя свист над головой, и где-то бух. Это хорошо. Это вот я помню, когда я шла из школы вот через мостик в поликлинику, через мойку. И вот такое это самое и бум. И бум, смотришь, ого, это как раз, где вот мои друзья жили. На канал Кронштейн, ну, сейчас он на Адмиралтейский. Ну, это продолжение бульвара профсоюзов, вот, который Новую Голландию огибает. Мойка, Новый Адмиралтейский и Крюковка. Вот. Так что мне еще везло, явно.